Здравствуйте, любители дикой природы! Меня зовут Борис. Я рад приветствовать вас на канале Фауна Беларуси, который наполнен видеоконтентом о животном мире. Это первое видео из цикла видеоистории. Сегодня я вам расскажу, как мне пришла в голову идея снять короткометражный фильм «Жизнь мертвой древесины». Кстати, если кто-то его еще не видел, рекомендую вначале просмотреть его, а потом завершить просмотр этого видео. Также вам расскажу некоторые интересные моменты со съемок. Просто прогуливаясь по лесу и снимая все подряд, я обратил внимание на вот этот большой сосновый пень. По образованию я биолог и знал, что этот пень может быть целым кладезем жизни, а также здесь может обитать большое количество беспозвоночных. И я не ошибся. При внимательном осмотре мертвого пня жизнь нашлась сразу. И, конечно же, первыми бросились в глаза муравьи. Эти вездесущие насекомые нашли себе приют даже здесь. В мертвой древесине они сделали себе муравейник и прекрасно себя чувствовали. Кроме насекомых, здесь я нашел и паукообразных. Среди них были сенокоссы. Они обитают здесь и охотятся на мелких беспозвоночных. Пожалуй, самой удивительной была встреча с ложноскорпионами. Я обратил внимание на пролетающего мимо и присевшего на прутик комара-долгоножку. Но оказалось, что он был не один, на нем было два пассажира. Ими оказались как раз пара ложноскорпионов. На самом деле, эта встреча – большая удача. Ложноскорпионы обитают на древесине и в лесной подстилке. То есть чаще всего они ведут малозаметный образ жизни. И на открытых местах они появляются, чтобы словить транспорт для расселения на относительно большие расстояния. И вот, пожалуйста, в этот момент они и попали в кадр. Ну и, конечно же, венцом паукообразных стали сами пауки. Здесь нашлись пауки, которые раскинули свои ловчие сети между разломами коры и между ветками. Кроме них были и те, кто ловчие сети не плетет. Проведя примерно час в непрерывной съемке, я понял, что отснятый в этот день материал может быть основой для хорошего фильма, поскольку весь сюжет построен вокруг одного пня, в котором, как может показаться, нет никакой жизни, только мертвые волокна. Итак, просто прогуливаясь по лесу, я нашел замечательный сюжет, а в последующих вылазках на природу я уже целенаправленно искал схожие моменты, чтобы вставить их в фильм. Найдя старое поваленное дерево, я решил посмотреть, живет ли кто-то внутри него. Ведь до этого я снимал то, что снаружи пня. Внутри мертвого также есть жизнь, иначе отжившая свою древесина так бы и лежала до скончания веков. И действительно, в разлагающихся древесных волокнах оказались личинки двукрылых, жуков, а также нематоды и дождевые черви. В один из съемочных дней я снимал жука-мертвоеда на поваленном дереве. Но просматривая дома материал, я заметил своего старого знакомого, ложноскорпиона. Держа во внимании такого гиганта, я не заметил, что под носом у меня было животное куда интереснее. Конечно же, я вернулся и целенаправленно выискивал ложноскорпионов. И наверняка там их было предостаточно, поскольку я нашел 3 ложноскорпионов на одном большом поваленном дереве. Для съемки интересных видео мало заснять сидящее животное, поскольку его красоту можно даже лучше передать с помощью фотографии. Если вы хотите снять действительно интересный ролик, то важно запечатлеть группу каких-то действий. Например, это может быть спаривание или битва за еду, но это уже совсем другая история. На этом все. Если видеоистория вам понравилась, обязательно поделитесь со своими друзьями в социальных сетях, на тематических форумах и сайтах. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии под видео, не стесняйтесь, задавайте свои вопросы, и обязательно на них отвечу. В следующей видеоистории я вам расскажу о съемках видео «Призрачный хищник». Всего доброго, творческих успехов, пока!